Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 12 февраля, понедельник. И для начала я хочу зачитать один текст. Зачем он, вы поймете, ну и я дополнительно объясню. Итак, Дональд Трамп, его агенты в Конгрессе Соединенных Штатов пытаются изо всех сил блокировать выделение помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. О том, как это идет, я расскажу дальше. В этой связи необходимо срочно ввести в действие план «Б», то есть направить петицию президенту США, а также Конгрессу о немедленном принятии закона так называемого РЭПО, о аресте конфискованных российских банковских активов в размере примерно 300 миллиардов и передаче их Украине, для того, чтобы они дошли до потребителя. Поэтому я предлагаю вашему вниманию и прошу вас подписать петицию, о которой говорил раньше. Под этим видео, после названия видео, я помещу ссылку на петицию. Нажимаете на эту ссылку, вы выходите на петицию, и именно там вы нажимаете лайк. Это самое главное. Ту же самую ссылку я помещу в первом же комментарии к этому видео. Оно будет прицеплено как комментарий номер 1. Собственно говоря, все. Вот был это я сделал шортс для того, чтобы крутить его постоянно. Теперь, значит, почему я решил это сделать? Значит, смотрите. В предыдущем видео я анонсировал эту петицию, и вот теперь можно уже посмотреть на некоторую статистику. За это время это видео посмотрело примерно 790, по внутреннему счетчику, 790 тысяч зрителей. Под этим видео поставили лайки примерно 150 тысяч зрителей. То есть, как примерно каждый четвертый, да, наверное, так, даже больше, 4,5, грубо говоря. Что очень много, безусловно. Спасибо. То есть примерно каждый пятый просмотревший поставил лайк. Но под петицией сейчас стоит примерно 60 тысяч лайков. То есть это моя ошибка. Я недостаточно разъяснил правильно, доходчиво, где и как нужно ставить лайк. Это ошибка. Ошибка резидента. Я вам как-то рассказывал, в операциях по связи в разведке нужно договариваться и писать инструкции так, чтобы было понятно любому, даже ребенку. А тут произошло недопонимание, то есть зрители, спасибо им, поставили, значит, лайки под видео, что никак не помешает, конечно, и привлечет внимание, но недостаточно, то есть сама петиция не удосужилась достаточного внимания. Вот поэтому сейчас я пытаюсь исправить это дело. Еще раз, то есть под заголовком, под названием видео будет ссылка на петицию. То же самое она будет в первом же комментарии, который я сделаю к этому видео. Нажимаете на эту ссылку, выходите, там написано, я первым поставил текст, там их 3. Я поставил первым на украинском. Президенту Сполученных Штатов Америки петиция. Внизу значок лайка. Жмете его. Ну, а потом можете уже ставить лайки, если вам это не надоест, под этим видео, опять-таки, чтобы она получила большую циркуляцию. Должен сказать большое спасибо зрителям, которые приняли это близко к сердцу. И действительно, то есть эта петиция касается каждого гражданина Украины и всех тех, кто на ее стороне, на стороне жертвы этой неспровоцированной агрессии. То есть эти деньги будут, вот как сейчас это в законе рассматривается РЭПО, они будут прежде всего направлены на восстановление той инфраструктуры, зданий, домов, квартир, которые были разрушены варварами, орками. И вот мне прислали из Киева, из района Шуляки, говорят, это один из самых старых районов города Киева, в подъезде многоэтажного жилого дома. Доска объявлений. И там внизу объявлений никаких, но внизу стоит, видимо, в каком-то там листе бумаги объявление. YouTube, Юрий Швец, петиция, лайк. То есть вот таким образом на досках объявлений в Киеве распространяют эту петицию, привлекает к ней внимание. Что сейчас происходит? Значит, я хочу собрать несколько сот тысяч подписей или лайков именно под петицией.
для того, чтобы немедленно привлечь к ней внимание. После этого я вам как-то рассказывал, что разведке принято в аналитических подразделениях, если пишешь важный документ, принято, так сказать, переспать с ним. То есть ты написал документ, можно запускать сегодня же к вечеру, к концу рабочего дня и вперед в работу. Но предпочитали всегда умные, опытные люди подождать до утра, подумать еще все это и на следующий день, переспав с документом, уже запускать его в циркуляцию, так сказать. Вот, собственно говоря, что я и делаю в настоящее время, как я вам объяснял в предыдущем видео. Кроме того, значит, каждая важная операция, она требует предварительной отработки, подготовки, если хотите, тренировки. Вот, собственно говоря, я это сейчас и делаю вместе с вами. То есть, разместив предварительно эту петицию на этом сайте, я отрабатываю конечный текст, потому что мне поступают разные предложения, замечания, надо все учесть. Желательно, чтобы эта петиция была по форме исключительной, без сучка, без задоринки. Ну и в то же время отрабатывается процесс подписания. То есть вот сейчас мы тренируемся, можно сказать. Потому что когда я это вывешу, а я готов это вывесить, если вы соберете мне 200 тысяч, можно и больше, конечно, что будет приветствоваться. Но если 200 тысяч вы мне соберете этих подписей за 2 дня, на 3-й я размещу на нужном сайте, на международном. Но там сложнее будет уже подписываться. То есть сейчас пытаемся усовершенствовать, отработать процесс подписи, чтобы потом было проще и легче. То есть дальше, после того, как мы ее там разместим, там уже движений с этой петицией трудно что-либо будет изменить, понимаете? Или она пойдет, или она не пойдет. Вот я посмотрел там на этом сайте, там собирают подписи, вот 1 000 000. Это считается хорошая подпись. 1 000 000, я вам говорю, вот это видео, которое я записал, где я анонсировал эту петицию, но за 1,5 дня 790 тысяч. А если учитывать, что у каждого просмотревшего есть еще друзья и так далее, то есть 1 000 000 можно за сутки собрать. Но учитывая масштаб трагедии, которую мы переживаем и которую мы пытаемся побороть, то есть нужно собирать больше. Чем больше, тем лучше. Работа над этим репо ведется. Теперь я перехожу к основной части. И, в принципе, закон может быть принят достаточно быстро. Ну, то есть речь идет о месяце, 1,5. То есть достаточно быстро по нынешним масштабам. И враг это чувствует. И вот у нас уже на канале появляются тролли из Москвы. Раньше они были пригожинские тролли, сейчас я не знаю, на какой помойке они там эти личинки размножают их. Они теперь ползут к нам. И вот вам пример их творчества. Это очень важно. Прослушайте, что нам тут пишут. На форуме. Юрий Швец старается, но, наверное, вначале надо сесть за стол переговоров, а потом уже требовать компенсацию, которая осядет на счетах и в чемоданах украинского коррумпированного правительства. И он правда думает, что Байден может приказать правительству США и требовать что-то. Просто показушная петиция без опоры на реальность. Требовать надо от правительства Украины. Но я сейчас мы с вами сейчас вернем их, орков, их личинок в реальность. Сесть за стол переговоров с варварами, с орками, с убийцами, у которых не то что руки, они сами по горло в крови, которые за 2 года умудрились уничтожить 600, не менее 600 тысяч человек, причем большую часть из своих же орков, которые затеяли крупнейшую войну в Европе со времен Второй мировой войны. Какие переговоры? Только полная капитуляция. И не мечтайте. Но это примечательно. То есть они здесь пишут. Теперь вот главное у них сейчас усадить Украину за стол переговоров. Не получится. Дальше, а потом уже требовать компенсацию после переговоров. Но никто с вами не будет вести никаких переговоров о компенсациях. Счета заморожены уже, 300 миллиардов долларов. Говорят, и гораздо больше. Пока говорят такая цифра. Они уже заморожены. Нужен закон. А можно, в принципе, это Байден перестраховывается, по большому счету. Достаточно президентского указа о их аресте. И потом процесс нужно отработать передачи конечному потребителю в Украине.
Это по этому поводу ведутся переговоры. Но не с орками, не с Кремлем, не с Путиным, а переговоры ведутся между руководством Соединенных Штатов и правительствами тех стран Европы, в банках, на счетах которых в банках лежат вот эти замороженные деньги. Следующий тезис, и он правда, то есть швец, правда думает, что Байден может приказать правительству СССР и России и что-то требовать чего-то. Да не надо ему ничего приказывать, деньги уже у нас, в наших банках, все, забудьте о них, их для вас уже нет. И показушная петиция без опоры на реальность. Это вы, орки, вместе со своей бледной молью порхаете в той реальности, где еще Рюрик вместе с Олегом, к которым вы не имеете никакого отношения. Чего-то там делают и чего-то там создают. Но не то совершенно. Они создавали Киевскую Русь, к которой вы не имеете никакого отношения. Вот так вот, господа. Так что враг не дремлет, враг здесь. И он пытается нас, но прежде всего вас, украинцев, граждан Украины, убедить в том, что надо поскорее садиться за стол переговоров. Фиг вам, а не стол переговоров. Ну, а теперь о последних событиях. Вчера к вечеру, начиная с 18:30, Америка вымерла. Я ехал с тренировки. На дорогах было пустынно. Вся страна была прикована к экранам телевизоров. Смотрели суперкубок по американскому футболу, который я плохо понимаю и никогда не смотрю, откровенно говоря, в отличие от моих сыновей. Так вот, работала лишь незначительная часть тех агентств структур американского правительства, которые работают всегда. Но вы догадываетесь, какие. И невероятный случай в истории, последних десятилетий, по крайней мере, работал Конгресс Соединенных Штатов. Он дебатировал, а потом голосовал за резолюцию о помощи Украине, Израилю, Тайваню в размере 95 миллиардов долларов. И это голосование было очередное, это уже третье, по-моему, процедурное голосование, было опять успешным. Мы, наши, выиграли со счетом 67-27. Причем вот от голосования к голосованию растет количество тех сенаторов, которые поддерживают этот законопроект. Вот с предпоследнего голосования до вчерашнего количество сторонников Украины среди республиканцев, что важно, увеличилось на одного человека. Это небольшое, конечно, еще не число, да, но чрезвычайно важное. Спасибо ему, сенатору Малину, который изменил свой отказ от голосования на прошлой неделе на поддержку вчера. Всего 18 сенаторов-республиканцев перешли на сторону демократов, что в условиях нынешней войны между двумя партиями это на грани фола, да даже больше, чем на грани фола. Это вызывает бешенство у Дональда Трампа, который дергает за ниточки за кулисами и пытается сделать все, что возможно, и даже невозможно, для того, чтобы не допустить выделения помощи. То есть теперь совершенно ясно, что он работает уже на Москву, на Путина, не дожидаясь, пока его изберут президентом США. Он заварил эту кашу с законом о границах, а потом, чтобы его присоединить к законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню, потом он же его убил, но это оказалось не главное, там шум был, он требовал от сенаторов, он так и писал: слушайте сюда, Сенат, и дальше инструкции. Это он в социальной сети своей так писал. Так вот, значит, он давал инструкции оставить, то есть не принимать законопроект по границам, оставить его для дебатов ему, как самый главный вопрос о дебатах. Но теперь понятно, что самый главный вопрос для него – это границы. И не для него, а Путина. Для Путина. И тем не менее, это его усилия как-то так чрезмерные, уже ставшие неприличными, позорными. Человек так старается, что, не каждая собака так выражает свою преданность хозяину. Но и вот в результате 18 сенаторов, которые не переизбираются в этом году, в отличие от всех членов Палаты представителей, выразили ему свое, как это говорится, фе.
Но надо сказать, что на этом баталия не заканчивается. Если бы все сенаторы, члены, значит, Сената, Высшей палаты представителей, согласились в том, что этот законопроект надо принимать как можно быстрее, то за него проголосовали бы уже вчера по существу и приняли бы. Но там есть такая паршивая овца по имени Рен Пол, который, вот как я вам говорил в прошлый раз, сказал, что я буду заниматься филибустерством или как это, филибастером. То есть выйдет, например, на трибуну и будет там балаболить бесконечно там, часами. Как он выразился, пока дьявол не замерзнет над этим законопроектом. В Америке нету 100 миллиардов долларов, чтобы кому-то их отдавать, сказал он вчера, после, значит, этого голосования. Но, тем не менее, его сопротивление будет преодолено, но для этого потребуется несколько еще процедурных голосований. Одно из них состоится сегодня. Ну и ожидается, что в среду где-то, возможно, удастся проголосовать по существу вопроса. И считается, что будет принят этот законопроект. Дальше идет в Палату представителей. Там ситуация сложнейшая, потому что они все переизбираются, и Трамп там, ну, просто топчет, что хочет, то он чуть ли не измывается над ними. Они уже потеряли не то что чувство человеческого достоинства, но вообще потеряли все. Но тем не менее, значит, этот святоша, в кавычках, безусловно, который читает якобы Библию, да, перед принятием каждого важного решения. На самом деле он читает инструкцию Трампа. Так вот, этот Майкл Джонсон, уже известно, он дал понять через всевозможные утечки, что он не будет ставить на голосование в Палате представителей этот законопроект, когда он поступит из Сената. Но есть лазейка, о которой я им говорил, называется Discharge Resolution. Так вот ее просто так и не переведешь. Смысл ее заключается в том, чтобы, ну, как бы так, уволить спикера из этого процесса, отстранить его и через его голову поставить на голосование этот вопрос. Возможно, это возможно сделать, но для этого, значит, сейчас в Палате представителей 213 демократов и на 8 человек больше республиканцев. Так вот, надо привлечь еще где-то, значит, то есть по подсчетам демократам нужно привлечь еще где-то 8 республиканцев для того, чтобы получить большинство. Ну, в Палате представителей считается, это будет труднее делать, чем в Сенате. Тем не менее, надежда есть. Работа уже ведется в этом направлении. Как об этом, значит, поступает инсайдеровская информация из Палаты представителей. Есть надежды, но сложно. Опять-таки говоря, что все это будет достаточно сложно. И хотел бы вам привести цитату. Да, несчастный этот самый Митч МакКоннелл, который, надо отдать ему должное, это республиканец. Нэнси Пелоси незаслуженно прозвала его, когда была спикером, московским Митчем, из-за того, что Дерипаска в его штате собирался строить крупный завод. Но Митч оказался принципиальным. Сделал многое, он поставил на карту свою карьеру, хотя, ну, карьера 81 год, это вопрос, так сказать, философский. Тем не менее, значит, его враги с подстрекательством Трампа пытаются убрать его с должности лидера фракции в Сенате. Его сторонники, он сам говорят, что не собирается это делать. Сторонники говорят, что у него есть все возможно, все необходимое для того, чтобы остаться. Это хорошо, он должен остаться, с учетом того, что выборы могут пойти не по лучшему варианту в ноябре этого года. Так вот, что он сказал, чтобы было понятно трампистам и всем тем, которые сейчас с подачи Трампа кричат, что мы тут кровные деньги куда-то на сторону выбрасываем, а в это время мы голые и босые, у нас границы открыты. Вот что сказал МакКоннелл. Сегодня мы помогаем партнерам, он имеет в виду Украину, Израиль и Тайвань, противостоять авторитарной агрессии не из чувства, теплого, приятного чувства благотворительности.
Мы не наделяем храбрых людей Украины, Израиля и Тайваня оружием, чтобы получить похвалы добрых людей, как филантропы. Мы не используем американскую силу легкомысленно. Мы делаем это, потому что это в наших собственных интересах. Мы настаиваем или настраиваем наших друзей на противостояние с нашими общими противниками, чтобы нам реже приходилось тратить американские жизни за их победу. Сказано цинично, абсолютно, но вот таким языком сейчас приходится говорить, чтобы было понятно даже для дебила, которые увлекаются легкой для пипла риторикой, которая, значит, в эти дни извергает Дональд Трамп. Кстати, по поводу Дональда Трампа. Сегодня он должен подать апелляцию, крайний день, последний, на решение панел, то, что называют панелом, 3 судей апелляционного суда округа Колумбия по поводу того, что он не имеет никакого иммунитета за те преступления, тех преступлений, которые он совершил, будучи президентом. Это вот 4 уголовных дела и 91 пункт обвинения конкретный. Каждый из них – это тяжкое уголовное преступление. Так вот, значит, сегодня у него последний день, он, наверное, подаст, и, скорее всего, подаст в Верховный суд, потому что подавать в апелляционный суд в полном составе смысла у него нет, поскольку в этом случае судья, который ведет это дело по обвинению Трампа в организации мятежа или восстания 6 января, она настроена очень решительно, и я считаю, что это один из самых, пожалуй, один из 2 самых опасных для него уголовных дел. Так вот, чтобы не допустить этого, он, наверное, переступит через ступеньку апелляционного суда в полном составе, передаст дело в Верховный суд. Что будет там, посмотрим. Сейчас этот Верховный суд на днях заслушивал аргументы сторон по другому делу, по поводу 14 поправки Конституции, вернее, часть 3, 14 поправки Конституции США, по которому Трамп, то есть некоторые штаты, в частности Колорадо, вообще лишили его права участвовать, ну, сейчас в праймерис, а там в перспективе и вообще в выборах. По мнению самых маститых историков, которые имеют непосредственное отношение к этой поправке, они ее интерпретируют, докладывают суду. По мнению многих самых маститых юристов Соединенных Штатов, в ходе вот этих прений, несколько дней назад, это в пятницу было, судьи, даже либеральные из них, хотя они в меньшинстве, пошли куда-то не в ту сторону и начали искать, по мнению комментаторов, возможности для того, чтобы принять решение о том, что 14-я поправка к Трампу не относится. Вместо того, чтобы говорить по существу дела, они начали рассуждать о том, какие плохие последствия для страны в целом будут, если Трампа лишить права баллотироваться на этих выборах. Но это все равно, как понимаете, вот человек убил, его судят, и вместо того, чтобы рассматривать вопрос по существу, что он содеял, вместо этого обсуждают, а как это на общественное настроение будет влиять? А может быть, это так потрясет нацию, что это будет для нее иметь негативные последствия, ну, шок для нации. Можешь оставить его в стороне. Вот так вот примерно. Но 14-я поправка, ладно, оставим ее в стороне, но от иммунитета Трампу отбиться никак не удастся, по мнению, ну, практически всех экспертов. Единственное, что он пытается сделать, всячески затянуть процесс для того, чтобы этот суд не состоялся до выборов. Хотя сейчас, по всем подсчетам, он должен состояться где-то летом. Тем временем Трамп, он фактически, у него то ли крыша едет, то ли, я не знаю, то ли он, опять-таки, он пытается услужить Москве, Путину так, как, никогда, уже открытым текстом. В этой связи,
выступая вот на днях в Южной Каролине на собрании своих сторонников, он сделал два потрясающих заявления. Первое заявление по поводу помощи. Он сказал, что когда он будет президентом, Соединенные Штаты никогда больше не будут давать помощь бесплатно. То есть бесплатная помощь перестанет существовать вообще, как факт. Если мы и будем помогать, то мы будем давать кредиты. Кредит – это такое дело. Если у получателя кредита будут потом деньги, объяснял Трамп, когда придет время платить, окей, он заплатит. Если не будет, ну, мы подумаем, как использовать ситуацию, что с него поиметь, если денег нет. Но, перешел он ко второй части, если страны, которых мы защищаем, вкладываем в это дело свои деньги, не хотят вкладывать свои деньги, а мы знаем, что они у них есть, то шиш они получат нашу защиту. И это он имел в виду страны НАТО. При этом он привел конкретный случай, когда он был президентом и руководителю, то ли президенту, то ли премьеру одной из крупных натовских стран, он сказал, что если вы не доведете, значит, свой взнос до 2%, то потом, если на вас будут нападать, Раша, то я палец о палец не ударю для того, чтобы вас защищать. Более того, вот те страны НАТО в Европе, которые, значит, если они не будут делать взнос денежный в свою защиту, то я поощрю Рашу делать с ними все, что угодно. То есть фактически нападайте, он будет поощрять нападать. Ну, вопрос о том, что надо раскошеливаться, надо платить за свою защиту, это где-то справедливый вопрос. Абсолютно. Но нельзя ставить его идиотски, потому что идиотская постановка вопроса может угробить и извратить любую ситуацию, любую правильную мысль. Европа, то есть безопасность Соединенных Штатов неразрывно связана с Европой. Нынешняя система безопасности, взаимосвязи создавалась умнейшими людьми по обе стороны океана, начиная с Первой мировой войны, с начала прошлого века. При этом, значит, и Европа, и Соединенные Штаты прошли через две кровавые войны мировые. Первая, вторая. И вот была создана эта система безопасности. Значит, они неразрывно связаны, потому что рушится европейская безопасность, Соединенные Штаты без Европы, рушится экономика, рушится весь западный мир. То есть Соединенные Штаты вынуждены будут сами лезть туда и себя защищать. Если оранжевый Дони сейчас говорит, что пусть там Путин с вами делает в Европе все, что угодно, то он просто, ну, это разговор, понимаете, мелкого торгаша, который продает пирожки на улице, ни больше, ни меньше. То есть он делает вид, а может, он и правда не понимает, что все благополучие, экономическая мощь США держится на долларе, на этой финансовой системе, которая рухнет, если что-то случится с Европой. И все, и тогда все обрушится в тех же Соединенных Штатах Америки. Торговля неразрывно связана. Глобализация между тем, ну теперь хорошо, не глобализация, регионализация тоже взаимосвязана. То есть это вот разговор, понимаете, вот продавца пирожков на улице, и аудитория, она такая же. Она ревела от восторга, когда ей говорили, что мы не будем наши кровью и потом заработанные деньги кому-то туда отдавать. Нет. Это плата Соединенных Штатов за их собственную безопасность. Потому что влезет Путин в Европу, это уже все, конец Соединенным Штатам. А если он влезет Путин в Европу, то китайцы тут же влезут в Тайвань. И опять все на грани войны. Ну, вот так он вот это все потряс. Демократы, конечно, сенаторы и вообще законодатели, там, аналитики подвергли это все разгромной критике. Выступили его в защиту только некоторые сенаторы-республиканцы. Ну, например, Линдси Грэм, который был в Киеве, которого незаслуженно считают другом Украины, которого считают трампистом, считают тоже незаслуженно. Это просто скользкое, бесхребетное, бессовестное создание, которое одновременно может пытаться сидеть на двух стульях, и причем до сих пор делает этот шпагат. Когда был процесс о импичменте Трампа,
Он же его заложил, Линдси Грэм, на одном из слушаний по этому делу. Теперь, значит, сейчас, совсем недавно клялся в нерушимой дружбе и поддержке Украины. Он ни черта сейчас не делает для поддержки Украины. Обсуждаются все эти законопроекты, он делает ничего. Он голосовал против этого законопроекта вчера. И на прошлой неделе он голосовал против вчера. А сегодня он заявляет, вернее, вчера заявляет: я не думаю, что он, то есть Трамп, собирается выходить из НАТО. Но он не думает просто. Не думает, и все. А если он ошибается, что тогда? Я думаю, он пытается донести свою точку зрения. Меня это совершенно не беспокоит. Ну, вот так вот не беспокоит, он думает. Ну, хорошо. Рэнд Пол прямо. Ну да, так, он сказал, что где-то Трамп прав, потому что у нас нет 100 миллиардов долларов для того, чтобы кому-то их дать. В этой связи вот интересная информация, которую я вам хочу с вами поделиться. Вот после того, как Трамп сделал это скандальное заявление по поводу НАТО, известный американский адвокат Роберт Скотт Хортон написал у себя в Фейсбуке. Он вспомнил далекое прошлое, а именно 2 сентября 1987 года, когда вскоре после возвращения из Москвы, а это была первая поездка Дональда Трампа в Советский Союз и в Москву, вместе со своей молодой женой, они только недавно поженились, это чуть ли не медовый месяц был, чешской моделью, и провел там некоторое время. Потом в своих мемуарах он нагло врал, причем тупо, что его там встречали самолет, его самолет, вернее, это не он летел обычным пассажирским самолетом, не частным, но вот к этому самолету, когда они подлетали к Москве, поднялись истребители советские и сделали такой торжественный кортеж. И в сопровождении, значит, этих истребителей он сел тогда в аэропорту. Единственный тогда был аэропорт в Москве, международный. И он там провел несколько, то ли 2, то ли 3 недели в Москве, в Петербурге. Приехал туда якобы вести переговоры о строительстве в Москве, чуть ли не рядом с Красной площадью, отель «Трамп». Это была чушь. То есть вот эта легенда была совершенно неприемлемая, потому что в 1987 году какой Трамп-отель в Советском Союзе? В Советском Союзе денег не было уже для того, чтобы пшеницу закупать, накормить население и скот. Страна была практически банкротом. Не было у нее никаких денег на Трамп-отель. Но он бы, так по большому счету, то есть, было там Националь, Метрополь, худо-бедно, там небольшое количество, тогда было мало туристов в Москву по сравнению с тем, что потом, после развала Советского Союза, произошло. То есть он был бы совершенно нерентабелен. Это так было, от фонаря. И вообще вся история о том, как он попал в Москву и кто его туда приглашал, так как она позже была склеена якобы участниками этого процесса из Москвы, вся она была шита белыми нитками. Так вот, согласно посту Скотта Хортона, провев там 2-3 недели, он возвращается и за свои деньги, а это стоило ему $100 тысяч, он помещает платные, на правах платной рекламы в «Нью-Йорк Таймс» и потом еще в 2 крупнейших газетах Соединенных Штатов. Я помню, там «Бостон», по-моему, «Глоб» был, и еще, по-моему, «Уолл Стрит Джорнал». Но здесь Скотт Хортон пишет о «Нью-Йорк Таймс» только. И, кстати, помещает фотокопию этой статьи или ксерокс, в которой говорится, вот там проводится тема, нафига нам надо наши союзники. В частности, он говорил про Японию, чем мы их защищаем. А там же тогда был острый конфликт, который до сих пор продолжается по поводу северных территорий, Курильских этих островов. То же самое там было про НАТО. То есть Скотт Хортон говорит, то, что он написал в этой статье и заплатил, то есть вопрос тут еще, он не заплатил за это, за помещение этой статьи в «Нью-Йорк Таймс». Так вот, это была линия атаки, которая была разработана Комитетом госбезопасности как кампания влияния, то, что сейчас называется ИПСО, для того, чтобы разбить
разрушить или расколоть Североатлантический альянс. Чувствуете, откуда все ноги растут? Еще 1987 год. Трамп только женился на этой Зельниковой и приехал туда, молодой шалопай. Он еще тогда собирался сам строить. Потом это вся рухнет, вся его строительная империя, он станет 5- или 6-кратным банкротом, но уже тогда у него мысли как-то так вот странным образом были построены в одну линию с мыслями Комитета госбезопасности и основными ИПСО, которые вот этот комитет, только теперь уже другой, проводится из Кремля, и которые звучали опять-таки в последнем этом интервью бледной Молли, которое он дал малышу Карлсону. То же самое. Зачем вам эти все альянсы? Давайте дружить вместе, весь мир поделим, остальные к чертям. Ну, еще небольшая информация. Я вам рассказывал в одном из последних выпусков о том, что трамписты, маговцы, задумали очередную конспиративную историю о том, с участием Тейлор Свифт, знаменитейшей номер 1 певицы всех времен и народов сейчас, которая стоит $1,1 миллиарда. То есть вот ее реальная ее стоимость, причем она вся в ликвидности, то есть практически вся чуть ли не в наличных состоит. То есть идея состояла в том, что Национальная футбольная лига американского футбола, в которой играет жених Тейлор Свифт, затеяла специальную комбинацию, подстроила финал, чтобы там играла команда ее жениха, и она туда прилетает из Японии в последнюю минуту, и компания, то есть команда жениха Канзас Чифс должна победить, опять-таки якобы в договорном матче, и потом Тейлор Свифт заявляет о том, что она поддерживает Джо Байдена на предстоящих выборах. И мне тут кто-то написал, наверное, кто-то из трампистов, что это ерунда, Тейлор Свифт не имеет никакого влияния и так далее. Ну, как не влияет? Дональд Трамп вчера же, вот буквально незадолго до этого футбольного матча, сделал пост, в котором он предостерег Тейлор Свифт от того, чтобы она поддерживала Байдена. Беспрецедентный случай. Ну, какое твое дело? Каждый человек имеет право поддерживать или не поддерживать кого угодно. Нет, он написал, что он очень хорошо относится к Тейлор Свифт. Он приложил большие усилия для того, чтобы обеспечить ее финансовое процветание. Каким образом это сделал? Оказывается, он подписал закон о модернизации, он так называется, модернизация музыки. Ну, под этим, заголовком скрывается закон, где что-то там было упорядочено в плане выплаты роялтис музыкантам, исполнителям. И вот якобы благодаря этому, как обычно, фигня. То есть человек, как всегда, присваивает его к себе то, к чему он не имеет никакого отношения. Вот якобы благодаря ему она стала миллиардершей, то есть гораздо богаче, чем сам Трамп. И поэтому он пишет, что я надеюсь, что после всего этого, сколько я для нее сделал, она не станет поддерживать Байдена, как он называет его, спящего Джо. То же касается, он выразил свою признательность ее жениху Трэвису Кейси, который, правда, сказал, он является либералом. Ну, как каждый успешный человек в Соединенных Штатах, он чем более успешный, чем он более либеральный. Вот. И, скорее всего, он симпатизирует демократам, но, тем не менее, Дональд Трамп рассчитывает, что и тот не станет выступать в поддержку Байдену. Ну, вот так вот. То есть боится Дони, оранжевый Дони боится, не такие уже у него сильные позиции накануне выборов, что для этого нужно вот так вот через средства массовой информации кого-то угрожать, или давить на кого-то, оказывать влияние и указывать, поддерживать кого-то, то ли того, то ли этого там и так далее. Ну и, как я вам говорил только что, среди сенаторов его выступления по поводу НАТО имели обратный эффект. То же самое его этот пост
в адрес SWIFT тоже имел обратный эффект. Теперь сторонники, а их, я напоминаю, сторонников Тейлор Свифт примерно 379 миллионов. Это у нее followers только на ее социальных страницах. Теперь среди них образуется стихийная компания, которая называется Swifties, и которая за нее. И так эта компания потихоньку обретает антитрамповскую направленность. И вот чем хуже с этой антитрамповской направленностью, тем глупее и саморазрушительнее становятся его высказывания. И чем они более глупыми становятся, тем больше там просматривается пропутинская, промордоровская направленность, опять-таки, позиция. Тем вот происходит как бы так саморазрушение и саморазоблачение Дональда Трампа. Вот что я хотел сказать, дорогие друзья, на данный момент. Как обычно, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. А вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорых встреч!